Если бы Херр Даймлер, Херр Бенц и мистер Форд создавали свои автомобили в наше время, вы знаете, что бы им написали в Ютубе? Им бы написали, что настоящая карета должна быть только на лошадях. А это у тебя не карета, а самобеглая повозка. И если бы они назвали свои создания самобеглыми повозками, то комментаторы бы им написали, что самобеглая повозка должна работать на овсе и на сене и не должна пахнуть керосином. Одним словом, с нашими комментаторами никакого прогресса не увидишь. Или вот взять хотя бы рис. Сколько раз я говорил, что рис сначала необходимо замочить, а уже потом промывать. Я и объяснял, я и опыты проводил, что происходит с рисом, когда мы его промываем. Промываешь его буквально 2 минуты, был 1 килограмм риса, стало кило 300. Я сегодня взял кило 200 риса. И сейчас мы узнаем, сколько воды впитал рис всего лишь навсего за 2 минуты его промывания. 182 грамма весит сито, рис стал весить кило 330 всего лишь навсего за 2 минуты очень нетщательного промывания. Останешь промывать его до чистой воды, на это уйдет минут 10. И рис будет весить все 1,5 килограмма. То есть он впитает в себя 300 грамм воды из-под крана. Не самой вкусной, не самой чистой и, самое главное, не соленой. Но сегодня это не самая большая проблема. Дело в том, что я буду рис готовить совершенно особым образом. Я сначала его немного отварю, а дальше буду готовить в скороварке. У меня сегодня весь плов будет готовиться в скороварке. Однажды я уже готовил плов в скороварке из курятины. Там буквально было 300 грамм риса. И, разумеется, мне написали, что я не знаю, что такое плов, не умею его готовить. И настоящий плов готовят только узбеки. Знаете, ведь в принципе в кастрюлю можно опустить рис прям вот так, в сите. Он сварится, подняли, вся лишняя вода стекла. Обратили внимание, сколько соли я положил в воду? Лишь часть соли впитается в рис, а остальная соль останется в воде, в кастрюле. Поэтому соли надо брать на каждый литр воды 1 столовую ложку. А еще меня очень часто спрашивают, сколько минут варить рис, сколько минут жарить мясо. Всегда необходимо варить, жарить, тушить, запекать до достижения необходимого результата. Но если вам так уж необходимы точные минуты и секунды, то вот этот хороший рис «Лазарь», выдержанный несколько лет, необходимо варить всего лишь навсего 4 минуты. Примерно минуту я с вами уже проговорил, поэтому таймер на 3 минуты. Точное время отваривания риса я знаю, потому что ставил опыт с каждым видом риса, из которого можно приготовить плов. Ровно про это и написана книга «Плов. Кулинарные исследования». Еще очень часто возникают споры, что вперед жарить, лук или мясо. На эту тему я тоже провел эксперимент, сделал определенные выводы, но дело в том, что мясо бывает очень разным. Сегодня я взял такое мясо, которое, в обычный плов не очень-то и положишь. Это говяжьи голяшки. Если их просто отварить в воде, да вот еще в скороварке, понимаете, закрыв крышкой, через 1,5 часа получишь фактически холодец. Как может липкий бульон от холодца воздействовать на рис? Вы понимаете, получится каша. Поэтому сегодня рис у меня будет готовиться не в зирваке, а на пару. И пусть мясо с луком останутся липкими. Кстати говоря, вот и про лук ведь тоже очень часто идут споры, и люди, которые где-то что-то там слышали, они говорят, что правильный настоящий плов должен готовиться из килограмма риса, килограмма моркови, килограмма мяса и килограмма лука. Ребята, возьмите килограмм лука, пожарьте его в масле, добавьте к нему немного воды, потушите и посмотрите, какой замечательный клей у вас в результате образуется. Вынимаем рис, дуршлаг, сито, и пусть лишняя вода стечет. Каждый килограмм риса «Лазарь», разумеется, если он хороший, способен впитать в себя 1 литр 200 грамм воды. Сколько он впитал после замачивания и отваривания, вот будете готовить, возьмите да и взвесьте. Но рис сейчас вовсе не готов. Ему еще готовиться да готовиться. Он будет готовиться на пару, а точнее на запахах, которые будет издавать вот это мясо, жареный лук и в конце концов морковь. Ну, еще тут есть кое-что. Масла, изюм, горох. Одним словом, плов у нас сегодня получится, по некому подобию
ташкентского. В ташкентском плове, а точнее в его современной модификации, рис готовится вообще только на пару. Ну, там рис берут такой круглозерный, не очень дорогой. Его промывают, замачивают, он напитывается водой. Этой воды ему достаточно. И дальше все происходит исключительно на пару. О секретах ташкентского плова мы с вами еще поговорим. Я только солью воду, потому что сегодня я буду готовить плов не в казане, исключительно в скороварке. Скажите, пожалуйста, знатоки и гурманы, сможете ли вы определить, где жарилось мясо? В казане либо в кастрюле? Я вам по секрету скажу, не сможете. А вот оценить вкус масла либо жира, на котором жарилось мясо, я, например, смогу. Я беру хорошее масло из виноградных косточек. Обратите на него внимание в магазинах, кое-что я сделал, масло подорожает. И на вытопленном бараньем жире. Я курдюк вытапливаю заранее, сразу, большим количеством, чтобы не тратить на это время каждый раз. Вот у меня отличный бараний жир. Смешиваем примерно 2/3 косточкового масла и 1/3 бараньего жира. Получится очень хорошо, получится очень вкусно. Хотя я знаю точно, что мне скажут знатоки. Знатоки скажут, что надо готовить непременно на хлопковом масле. Во-первых, мы все, выходцы из Средней Азии, говорим на особом среднеазиатском диалекте, в котором говорится хлопковое, а не хлопковое масло. А так-то я знаю правила русского языка не хуже вас, уж поверьте мне. 10 книг написал как-то. Вот масло необходимо разогреть до дымка. Это обязательно. Знаете почему? Потому что если масло недостаточно разогретое, мясо пожарится иначе. Необходимо в данном случае, чтобы мясо пожарилось, буквально вот до хрустящей красной корочки. Знаете, почему сегодня я выбрал такое странное мясо, говяжьи голяшки? Да потому что только в скороварке и можно приготовить с ним плов. Потому что если его тушить в обычных кастрюлях, то есть обжарили, а потом потушили вместе с овощами, вместе с луком, вместе с помидорами, одним словом, итальянская сабука, то на это уходит обычно 3-4 часа. Плов, морковка, рис, все за это время вдребезги переготовится. Но в скороварке все получится. Поэтому целесообразно взять именно скороварку для такого мяса. Вот теперь, когда мясо уже покрыто румяной корочкой, можно опускать лук. И только теперь есть смысл посолить мясо. Потому что, если бы мы посолили до сих пор, эта соль просто бы опустилась на дно масла. Не растворяется соль в масле. А сейчас лук начнет выпускать сок, и там все растворится. Здесь у меня добрых 2 килограмма мяса. Поэтому я беру 1,5 ложки соли. Да еще и черного перца. Черного перца, едва ли не столовую ложку. Будет вкусно. Ох, и вкусно же будет. Накроем крышкой, убавим огонь. Да-да, пусть пар вот здесь сохраняется. Пусть поработает немного над мясом. И потом продолжим. Да не, какая же это реклама? Это рассказ о том, как мы любим готовить и умеем снимать хорошую еду. Или толстый намек на то, как могла бы выглядеть ваша реклама, если бы вы разместили ее у нас. Да это была бы просто огонь, а не реклама. А пока наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Пока жарилось мясо, я переложил рис вот в эту миску из сита, в которой, собственно говоря, рис и будет готовиться здесь, в скороварке. Сейчас рис весит 2 килограмма. Впитал в себя 800 граммов воды. Знаете, какой это рис? Сейчас он еще довольно жесткий, хрустит внутри. То есть ему предстоит впитать еще граммов 300-400 влаги, что и произойдет на пару, да еще и под высоким давлением. С чего, вообще говоря, я решил готовить рис под высоким давлением. Мясо внутри, видите, еще какое. Оно еще довольно жесткое и явно сырое. Да ровно потому, что несколько лет назад
еще в те времена, так сказать. Я был на выставке в Германии и видел у одного парня просто шикарный аппарат для приготовления еды под очень высоким давлением, когда температура кипения повышается довольно значительно. Я спросил, зачем эта штука тебе? Ну и он, видимо, зная, чем я занимаюсь, что плов да рис, сказал, что здесь можно готовить даже рис. И вот теперь я вижу, что корейцы, специалисты, собственно говоря, в приготовлении риса, начали изготавливать рисоварки, которые готовят под давлением, да еще и индукционные, с 3D-нагревом. То есть, где рис греется не только снизу, а и с боков, и сверху. Понимаете? Правда, стоят эти рисоварки каких-то совершенно невменяемых денег, и я подумал, а чем, собственно говоря, плоха обычная скороварка. Не алюминиевая в данном случае, стальная. Может работать и на индукционной плите. То есть я могу не просто готовить, но еще и контролировать температуру внутри этой скороварки. Ведь на индукционной плите я могу выставить ту температуру, которая мне необходима. Я обрезал мясо со слишком больших уж кусков, потому что сейчас мне здесь должно уместиться все. И морковка, и рис, и еще кое-что. Но самая главная причина, по которой я взялся готовить плов в скороварке еще раз, несмотря на то, что в прошлый раз мне написали, это не плов и так далее, вы сами понимаете, да, что они и Форду бы написали, что это у тебя не карета, а телега какая-то, да? Так вот, ровно потому, что таким образом, чтобы рис готовился на пару, кажется, до меня этого никто не делал. То есть я буду первым. Еще пару слов про масло. Непременно, сколько раз приготовишь плов, все скажут, надо было готовить на зигир-йох. Что такое, значит, зигир-йох? Йох – это по-узбекски масло. Зигир – это лен. Но эти масла обычно изготавливают из 70-75% льняных зерен и 25-30% кунжутных зерен. То есть это смесь льняного и кунжутного масла. Можно приготовить целиком, полностью на таком масле, прокалить его как следует. Но сейчас я его добавляю сюда буквально как специю. Вот пара столовых ложек, и вот этот специфический вкус зигир-йох уже здесь сохранится полностью. Про то, что плов надо готовить непременно на хлопковом масле, знатоков-то много. Куда деваться от знатоков? Значит, я им рассказываю, вот этим самым знатокам, что хлопковое масло было изготовлено впервые в Узбекистане, в Коканде, в 1908 году. Впервые изготовили его русские промышленники. Поэтому узбеки, киргизы, таджики не покупали это масло, сомневаясь в его халяльности. Понимаете меня? Зиры не забыть. Зиры не забыть вот сюда именно насыпать, где она еще, может быть, соприкоснется не только с паром, но еще и с маслом. Именно в масле хорошо растворяется запах зиры. Вот так. Вот сюда. Знаете, бывает красная морковка очень вкусная, бывает желтая морковка довольно невкусная. Надо выбирать не желтую и не красную, а вкусную морковь. Вот и все. Очень важно соблюдать правила подготовки продуктов. Вот это сухой горох нахут. А вот это замоченный. Сутки простоял в воде, пару раз воду поменяли, и вот какой он стал. Видите? Было столько, стало вот столько. Вот такой горох следует добавлять в плов. И теперь изюм. Можно ведь добавить и барбарис. Есть у меня барбарис. Черный, прекрасный. Отличный среднеазиатский барбарис. Но в плов, особенно в ташкентский, добавляют изюм. И никакой попал. Вот не крупный, дорогущий самаркандский, который в палец величиной. Не черный, не белый, а вот такой, красновато-желтый. Можно и вообще золотистый. Но в нем не должно быть косточек. Это должен быть мелкий кисло-сладкий изюм. Непременно кисло-сладкий. Для чего нужна эта кислота, мы сейчас с вами поговорим. А вот теперь поверх этого слоя всю красную морковь. Красная морковь подальше от нагрева. Греется кастрюля снизу. Красная морковь готовится быстрее желтой. Вот и вся разница. Поэтому ее подальше от нагрева, и все будет в порядке. Поверх красной моркови, хоть она и сладкая, еще изюма. Я вам, значит, скажу. Некоторые говорят, вот та морковь сладит, та кислит и так далее. Надо выбирать именно сладкую морковь. Именно со сладкой морковью плов получается очень и очень вкусным. 2 килограмма риса.
а должно стать 2400, может быть 2500, может быть даже 2600. Откуда этот рис возьмет влагу? Да, чуть-чуть влаги еще выпустит мясо, чуть-чуть влаги выпустит морковь. Но в целом практически неоткуда. И кроме того, нехорошо будет, если там внизу вот это мясо пригорит. Мясо, лук, понимаете, все это склонно к пригоранию. Тем более, что мы готовим в скороварке, практически в плоскодонной кастрюле. В казане рис грелся бы еще и с боков от стенок. А здесь он так греться не будет. Будет греться только от пара. Не помещается. Хотел вот так сварить. В другой раз сварю именно вот так, прямо на пару. Но сейчас он тоже будет готовиться на пару, потому что вот эти пол-литра бульона, готового бульона, я налил, он там где-то будет внизу. Будет проходить через морковку, через зиру, через мясо, через лук жареный, через изюм. И вот весь этот вкусный ароматный пар будет впитываться куда? Правильно, ребята, в рис. Значит, рис сейчас довольно липкий. И это нормально, это абсолютно правильно, потому что рис состоит на 80-90% из крахмала. Крахмал плюс горячая вода дают клейстер. Но, слава богу, существуют законы природы, существуют законы химии. И с клейстером при высокой температуре, а точнее при температуре 102 градуса, происходит химическая реакция. Он распадается на глюкозу и на воду. Видите, какой рис? Вот он весь вот прилип. Легче всего эта реакция происходит в присутствии какой-либо кислоты. Но если мы готовили плов стандартный, в зирваке я бы добавил этот барбарис, и зирвак бы стал бы чуточку кисленьким. И эта кислота попала бы на рис, и кислота от барбариса сработала бы как катализатор химической реакции, о которой я сейчас говорю. Но дело в том, что так сработает любая кислота, хоть серная. Не говоря уж о кислоте, которая получается из лимона. Знаете? Вот я сейчас выдавливаю лимонный сок. Лимонного сока из половины лимона более чем достаточно. Но дело в том, что если я сейчас начну поливать этим соком, получится пятнышками. Не польется весь рис. Поэтому смешиваем лимонный сок с водой. Было бы хорошо вообще с кипятком смешать. И вот этим разведенным лимонным соком я могу полить уже практически весь рис. Понимаете, кислоты достаточно, более чем достаточно. Но зато теперь весь рис промочен этой самой кислотой, лимонной кислотой. Можно взять лимонную кислоту обыкновенную. Разведите ее в воде. Можно было взять эту лимонную кислоту и насыпать в воду, в которой мы варили рис. И тоже получилось бы все очень замечательно. Как вы думаете, вот эти голяшки за сколько приготовятся, а? Я думаю, примерно за час. Примерно через час они станут вполне себе съедобными. Поэтому закрываем и скороварку оставляем ровно на час. Таймер 60 минут. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока.
Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Если для вас настоящий плов – это только одно блюдо, которое готовится по совершенно определенной схеме, то дальше можете не смотреть. Потому что я в своих книгах даю совершенно другое определение плова. Плов – это рис, приготовленный непременно в 2 этапа и обязательно промасленный. Но есть целый ряд пловов, где рис с маслом встречается не во время приготовления в казане, а уже потом. Это практически все азербайджанские пловы, это бухарский плов. Хотел бы попробовать, а каким вышел этот рис. Значит, вот что хочу сказать. Рис сейчас приготовился полностью, но пока что его нельзя назвать рассыпчатым. А ничего страшного. Вот сейчас с маслом перемешается, и все будет хорошо. И произойдет это уже на блюде. Последний, самый ответственный этап приготовления плова происходит на ваших глазах. Когда в Ташкенте готовят рис на пару, он у них получается примерно таким же. Потом они аккуратненько сгребают его в одну сторону казана. А на дне казана у них там, наверное, с пол-ведра, либо ведро растительного масла, в котором они готовили мясо, вот эта вот морковочка там вся. И берут этот рис, уже отваренный, опускают в масло, бултыхают его там, споласкивают. Рис искупался в масле, стал рассыпчатым. Разумеется, после масла любой рис станет рассыпчатым. И потом уже, значит, показывают, вот берут шумовку, встряхивают и говорят: смотри, посмотри, какой у меня рассыпчатый плов. Способ хороший. Только скажите, пожалуйста, куда они потом девают это ведро масла? Не знаете? А я знаю. Брали 10 литров масла, осталось 8. Доливают пару литров свежего и готовят следующий плов. И все эти пловы пахнут старым маслом, как пирожки на вокзале. Так что испортить можно любую хорошую идею. То, что предлагаю я вам сейчас, будет выглядеть несколько иначе. В конце концов, мне важен вкус риса, а не только его рассыпчатость. В конце концов, мне важнее, какой вкус и какую консистенцию имеет мясо, а не колотить понты перед теми, кто ничего не понимает в плове. Потому что мои подписчики, особенно мои старые подписчики, уже отлично понимают и в плове, и в мясе. Посмотрите, какое мясо. Ну, посмотрите. Разумеется, прежде чем его подавать, необходимо мясо порезать удобными кусочками, да? Либо на стол необходимо положить красивый нож, красивый узбекский печах. И тот, кто готовил, тот берет, нарезает мясо и этим самым мясом угощает своих гостей. Здесь тоже порядком жира. И сейчас этот жир вместе с прекрасным соком будет протекать сквозь рис. И рис неизбежно, но просто абсолютно неизбежно получится ровно таким, как надо. Дорогие друзья, на моем канале в Ютубе, в моих книгах десятки рецептов самого разного вида плова. Готовьте по тому, который вам полюбился. Готовьте так, как вам понравилось. Но прогресс на кухне должен существовать. И если не я, то кто скажет вам? Приятного аппетита!